Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня мы представляем клинический случай. Владимир Петрович, это онкологический больной, и его доложит Анна Николаевна, наш онколог, кандидат медицинских наук, его лечащий доктор. Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Значит, наш пациент Владимир Петрович с 2018 года получал лечение по поводу нейроэндокринной опухоли тонкой кишки с метастатическими изменениями в печени, лимфатических узлах и левой почке. На фоне первой линии гормональной терапии у пациента довольно быстро наступило прогрессирование заболевания. Потребовалось вначале увеличение дозы препарата, затем смена линии терапии, то есть проведение второй линии гормональной терапии, которая была эффективна в течение некоторого времени, но впоследствии в 2021 году все равно возникло прогрессирование, рост метастатических изменений в печени, что потребовало проведения химиоэмболизации с тяжелыми осложнениями, с абсцессом печени, с тяжелой интоксикацией, с длительным лечением пациента. И в дальнейшем, поскольку, скажем так, вторая линия гормональной терапии не позволяла достичь стабилизации заболевания, а проведение каких-то более токсичных, более тяжелых лекарственных линий терапии не позволяло состояние пациента, было решено взять пациента в клинический протокол по персонализированной иммунотерапии. И впервые в июле пациенту было проведено, то есть вначале была проведена диагностика, был получен биологический материал из костного мозга, из периферической крови, был подтвержден моноклональный гемопоэз с онкоспецифическим профилем протеомным. И пациенту была проведена процедура, первый этап иммунотерапии, то есть реинфузия реставрированных. Сначала сбор, да. Реставрация и иммуносупрессия. Да. И реинфузия аутологичных стволовых, то есть собственных стволовых клеток, реставрированных пациенту в июле 2022 года. При контрольном обследовании в октябре зарегистрирована стабилизация заболевания по данным компьютерной томографии, стабилизация заболевания по результатам, по показателям биомаркеров, серотонину, хромогранину. Кроме того, отмечено значительное улучшение качества жизни, повышение физической активности, то есть вплоть до того, что пациент смог себе позволить заниматься любимыми делами, походами в горы. То есть физическая активность была высокая, состояние было хорошее. И при исследовании, при повторном заборе биологического материала периферической крови и повторном исследовании генома было подтверждено изменение моноклонального гемопоэза на поликлональный. То есть, собственно говоря, то, чего мы хотели достичь, чего мы хотели добиться. В настоящую госпитализацию пациент обследован. Сегодня 2 марта. Да, сегодня 2 марта. Пациент обследован, произведена оценка динамики, причем проанализирована клиническая ситуация опять начиная с 2018 года до сегодняшнего момента. И мы совершенно четко видим, что мы имеем стабильное течение заболевания, то есть хороший контроль заболевания с прекрасным качеством жизни у пациента. Пациент продолжает без смены линии противоопухолевой терапии, то есть он продолжает получать вторую линию гормональной терапии. Ему не требуется никакого более тяжелого противоопухолевого лечения. И, собственно говоря, мы достигли стабильного течения онкологического заболевания с хорошим качеством жизни пациента. Теперь предоставим слово, наверное, еще буквально 2 слова. Это
первый случай онкологического заболевания с применением вот этого метода лечения персонализированной иммунотерапии. И первый случай мы видим вот такой интересный эффект. Конечно, делать какие-то глобальные выводы пока рано, но это очень интересное наблюдение, оно требует дальнейшего исследования. И, конечно, мы очень надеемся на то, что это будет не единичный такой удачный случай терапевтический у нас. Вот. Ну, мы наблюдаем пациента, мы будем проводить контрольные обследования дальнейшие. Владимир Петрович, расскажите сами о своем состоянии. Ну, я такими терминами, конечно. Не надо, нормальными обычными словами расскажите. Да, учитывая то, что у меня все-таки инженерное образование, поэтому я ближе к технике. Значит, вот после всех вот этих мероприятий самочувствие мое просто замечательное. Даже могу можете посмотреть на мой внешний вид. Тут уже начинала там лысина, видите, я весь такой весь волосатый. Вы говорите, что стали расти волосы, да, перестали выпадать, нет, уменьшилась видите, седина. Да, повышенная шерстистость, да, образовалась. Вот, еще супер положительный эффект. Я страдал в результате вот заболевания этого онкологического, у меня еще образовалась подагра. Вот, после проведенных вот этих вот манипуляций с моим организмом, она куда-то исчезла. Я сейчас не знаю, что такое подагра. Да, это супер положительный эффект. По сердцу? По сердцу, боли в сердце, да, у меня там сейчас, я вообще сама не знаю, где находится сердце. Да, При этом у человека очень серьезное сердечно-сосудистое заболевание со стентами в сердце. Да. То есть там очень серьезная проблема была. Да. То есть практически мы справились с хронической болезнью сердца, но, по крайней мере, клинически его не беспокоит. Света, вы говорили, что там скорая приходилось вызывать? Каждый день. Каждый день вызывали скорую. Вот сейчас да, это 9 месяцев, то есть практически мы проблему эту решили. Абсолютно. Да. Абсолютно. Что еще расскажите? Еще, думаю, вообще я веду такой активный положительный образ жизни. Сколько вес вы набрали? Вес вообще, когда вся эта безобразие началось, во мне 62 килограмма. Потом в процессе лечения до 72, а потом вот после вот этого вот лечения мгновенно 7 килограммов набралось. Сейчас во мне уже 79, может быть 80 килограмм. То есть физически окрепший. Я могу уже армрестлингом 37-летних ребят подавлять. Так что эффект, я считаю, очень ему 67 лет. Да, мне 67, да. Вот, но, кстати, я так чувствую, что вот после введения вот этих вот клеток, да, моих обновленных, и после появления вот этого нового у меня иммунитета, чувствую, на 67 я себя не чувствую, где-то максимум на 47. Вот, так что огромное спасибо. Светочка, расскажите еще ваши ощущения как жены. Светлана, жена больного. Но мы сюда поступили в очень плохом состоянии несколько лет назад, и вот все это время лечились, но вот это лечение, что сейчас проведено, оно, конечно, дало такой эффект, что тяжелое. Человек был абсолютно лысый, у него было осунувшееся такое грустное лицо, такая тоска в глазах, ну вот как предсмертный какой-то у него был всегда вид. Такой кожа вся ссохшаяся, мышцы все такие дряблые, да. А вот я так понимаю, что ему повысили иммунитет. И вот перезапустили. Да. Который у него был поврежден, скорее всего, из-за службы на Байконуре, из-за экологических там условий. В прошлом главный инженер Байконура. Да, космодром Байконур. Очень много он там хватанул, конечно, вредного. Но при этом мы подтвердили генетическим исследованием, что у него нет генетического дефекта. Да. То есть это приобретенное заболевание. На уровне генетики исследования экзома 22 тысяч генов мы подтвердили, что эта болезнь приобретенная. Еще, извините, Светочка.
Да, все верно. Конечно, я вижу, что его энергия и работоспособность очень увеличились. Он очень много ходит. По 5 километров в день он спокойно нахаживает. И по лестнице, и в горы мы ходим. Да. Купался в горном озере, я понял. Да. И в ледяной воде купается, и на море ездим, на океан, да. Не чувствует ни в чем себя он ущербным. Вытаскивать могу вот такую рыбу. Самолетом Можно летаем. рисуем, да. Раньше мы не могли летать самолетом из-за сердца. Вот, а сейчас после всех вот этих вот лечений проведенных, он спокойно может. Ну, скажем так, мы не можем сказать, что мы его вылечили. Качество жизни Да. улучшилось. То есть стала задача остановить прогрессирование болезни, профилактировать возможные рецидивы, потому что в печени все равно остались какие-то метастатические Да, очаги. конечно, То есть есть, они но есть, они в стабильном они состоянии. в стабильном состоянии, вот уже почти год они не изменяются, поэтому сказать, что мы вылечили человека от рака, это неправильно. То есть мы не ставили задачу вылечить, мы ставили задачу остановить прогрессирование болезни, повысить качество жизни, профилактировать возможные рецидивы. Вот мы показываем, что... Ну, на самом деле это очень важно, то есть перевести острое заболевание в состояние хронического, причем без применения высокотоксичных, тяжелых методов лечения противоопухолевого. Вот это очень важно, то есть пациент хорошо себя чувствует, находится на минимальной противоопухолевой нетоксичной терапии и, собственно говоря, при этом имеет стабильное течение заболевания. Ну, для нас это, конечно, просто чудесный выход, потому что химиотерапия ему противопоказана, все остальные лечения, да, противопоказаны, жесткие. Вообще я скажу, что это лечение очень, вот с точки зрения, если там болезненных эффектов, никаких болезненных эффектов не было. Так что если кто-то потом будет лечиться, не бойтесь, это очень, Не ну, с больно. моей точки зрения, да, это вроде как все просто и легко. Хотя с технической точки зрения это, конечно, сложно, но вот для организма человеческого... Реабилитационного периода да, никакого нет. Да, абсолютно. Чувствуешь себя замечательно. Поэтому это Спасибо. вот Спасибо, доктор. да, вам огромное спасибо. И вот это вот я чувствую себя одновременно и Гагарином, и Леоновым. Да, потому что как бы я один из первых. Вот Нет, это вы получилось. первый. Да. Именно по Вы именно онкологической первый, вы патологии Гагарин в первый, нашем да, месте. да, Да. да. Уже после вас, конечно, прошло достаточно много людей с Ну, разными да, но другими всё равно. болезнями. И неврологические заболевания, и боковой миотрофический склероз. И мы там тоже видим результаты. Но Ну, я это уже скажу, что- законченный случай, который мы можем подтвердить. Да. Вот был клон патологический, моноклональность. Вот нам удалось получить поликлональность. И мы это можем доказать, мы можем показать на генетическом уровне, на протеомном уровне. То есть сегодня нет вопросов, а мы реально его вылечили. Вот на живом. Мы реально Живой вылечили уровень. его. Вот он сидит. То, что да. человек говорит, мне там стало хорошо, это классно. Но мы, как специалисты, говорим, что для нас факты. Все эти генетические исследования выполнены в НИИ онкологии имени Герцена. Поэтому сомневаться в том, что там ошибки какие-то были, ну, наверное, нет. Эта генетическая лаборатория нам сегодня показала эти мутации генов клональности до лечения, после лечения. И мы сегодня четко видим, что у нас это получилось. Ну что, спасибо тогда большое. И вам спасибо. Вам В первую спасибо. очередь.